Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Уже совсем скоро Новый год, и этот праздник это не только шампанское и мандарины, салаты и горячее. Это еще и непременно что-нибудь сладкое. Поэтому сегодня я вам хочу предложить рецепт, как я его называю, родом из детства. Это орешки со сгущенкой. Причем это лакомство любят не только дети, но и взрослые. Да, сейчас в магазинах можно найти такие готовые орешки. Но они совсем не то. Они не сравнятся со своими домашними вкусными орешками. В моей семье я даже не знаю, кто их больше любит. Сын или муж. Поэтому сегодня рецепт не только новогодний, он пригодится для любых праздников, да и просто на будни, когда хочется чего-нибудь вкусного. Итак, что нам понадобится для этих орешек? Пачка сливочного масла, причем в рецепте указано 200 граммов, но сейчас пачки в основном 180 граммов, и знаете, его вполне хватает для этого рецепта. Дальше нам нужно 2 сырых яйца, причем у меня небольшие, не крупные яйца. По рецепту указано 200 граммов сахара, но так как начинка у нас тоже сладкая, я обычно беру чуть меньше, у меня здесь 150 граммов сахара. Примерно полкилограмма муки, но мука вещь такая, ее нужно то больше, то меньше, поэтому в процессе я вам лучше покажу, какое должно у нас получиться тесто. Также нам понадобится пару столовых ложек майонеза и буквально по пол чайной ложечки соли и соды. И чуть не забыла самое главное, для начинки нам понадобится вареная сгущенка. На эту порцию у меня обычно уходит примерно 1,5 банки, поэтому 2 банками точно запаситесь. У меня есть 2 рецепта таких орешек. Сегодня я вам предлагаю рецепт, по которому мы их испечем быстро, просто и легко. Второй рецепт немного посложнее, но и на вкус он получается немного другим. Обязательно сниму такой рецепт когда-нибудь, я обещаю. Ну а сегодня нам понадобится, кроме продуктов, конечно же, еще и орешница. Причем, если у вас еще ее нет, то ее можно сейчас найти во всех магазинах бытовой техники. Они представлены в разных вариантах. И орешница, с помощью которой пекут на плите, и электрическая орешница, и мультипекари, где можно менять разные насадки и печь не только орешки. Итак, тесто мы начнем готовить с того, что нам нужно растопить сливочное масло. Можно это сделать на водяной бане, но я обычно это делаю на плите, просто на очень маленькой температуре. Оно не должно кипеть, оно просто должно таять. Буквально несколько минут, и наше масло растопилось. Оставим его в стороне остывать. Потому что если горячее масло начать вводить в яйца, яйца могут начать сворачиваться. То же самое касается и муки. Муки потребуется гораздо больше, если вводить ее в горячее масло. А нам это совершенно не нужно. От этого орешки могут стать твердыми, жесткими. Ну а пока масло остывает, забьем яйца с сахаром. Причем не нужно это делать до пышной пены, просто слегка венчиком растворим сахар в яйце. Ничего страшного, если на этом этапе сахар полностью не растворится. Он обязательно растворится, когда мы добавим масло. Ну а теперь можно добавить майонез и еще все тщательно перемешать. Масло к этому времени уже остыло. Это можно легко проверить. Если вы держите в нем палец и вам не горячо, значит уже все нормально. И его можно добавлять в тесто, что мы сейчас и сделаем. Теперь добавляем муку, причем частями, и с первой частью добавляем сразу соль и соду. Тесто становится гуще, и дальше уже удобнее работать ложкой или лопаткой. У этого теста есть один нюанс. Если положить немного меньше муки, примерно 400-440 граммов на эту порцию, то орешки будут более мягкими. А если использовать муку по рецепту, то они будут более хрустящими и рассыпчатыми. В общем, какие из них сделать вам, решайте сами. Все, наши орешки можно выпекать. Но перед началом нашу форму, какая бы она у вас ни была, нужно смазать немного растительным маслом. А чтобы масла не было слишком много, промокнем им бумажную салфетку и смажем ей нашу форму. Как только орешница хорошо прогрелась, раскладываем небольшое количество теста в каждую выемку и плотно прижимаем. Выпекаем наши половинки до золотистого румяного цвета. Причем тесто выкладывать в орешницу лучше немного побольше, чем меньше. Иначе получатся такие недополовинки, из которых и орешек-то сделать нельзя будет. А вот когда тесто немного вылазит за края, в этом нет ничего страшного. Его легко можно убрать, и у нас получится ровная, красивая половинка орешка. А чтобы вот эти края сделать вообще ровными, можно использовать кухонные ножницы.
Теперь наши готовые половинки начиняем сгущенкой, причем каждую наполняем по отдельности. И лишь затем соединяем их в целый орешек. Но прежде чем орешки начинять, нужно дать им полностью остыть, чтобы сгущенка не растаяла. Из этого количества теста получается довольно большая порция орешек. Правда, у меня могло бы быть еще побольше, но тут у меня бегают любители орешек и уже успели похватать и пустые орешки, и с начинкой. Так что, если вы постараетесь и у вас никто ничего не схватит, у вас получится еще больше. Ну а я жду от вас комментарий, печете ли вы дома такие орешки, и мне очень интересно, по такому рецепту или нет. Ну а по этому рецепту орешки получаются невероятно хрустящими, рассыпчатыми и просто тающими во рту. Я надеюсь, вам понравится такой рецепт. Жду ваших лайков. Не забывайте подписываться на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Заходите в мои соцсети, все ссылочки в описании под этим видео. Ну а у меня на этом все. Приятного вам аппетита. Пока!